Так, давай. И гол! Да. 2-0 в пользу нас, ура. Фух, это была полная задница с этим персонажем. Ну все, теперь можно поиграть и в новую версию Майя. Так, у меня вопрос. Привет. До свидания. Привет. Это я, сестра Мэдалин, монахиня. Да иди ты в жопу. Фух, надеюсь, это мразот от меня отстанет. Да что тут вообще происходит? Зря ты это сказал. Ой, интересно, а при чем тут ой? А, твою маковку налево! Привет. Ну что, испугался? Ай, нет, блин, обосрался. И вообще тебе чё надо? Я хочу, чтобы ты мне оказал одну услугу. Какую услугу? Ты чё брешешь? Таких как ты я оказывать твою услугу не собираюсь. Слышь, если ты не окажешь мою услугу, я с твоим персонажем Бонни сделаю что-то плохое. Вот я забрала ее в школу, положила в спальню. Осталось только надеть маску и кинуть в прачечную. А вот и моя прачечная. Смотри, сколько детей. Ей там точно понравится. Кстати говоря, я один раз Бонни уже ударил молотом. Но не беспокойся, с ней в полном порядке. Эй, ты чё, охренела совсем? Бонни только 5 лет, а ты калечишь ее чуть не до самой смерти. Ну все, сейчас я с Джанет и Стук к тебе придем. Это тебе не поможет. К чему ты так решила? Потому что перед тем, как похитить Бонни, я решил расправиться сначала с двумя. Первая была без проблем расправиться, просто кинул молот и все, он сломался. Вторую было очень сложно поймать, так как она была очень шустрой в плане полета. То даже молотом было нереально попасть. Благо мистер Мик помог попасть мне в этого бойца. А еще я к ней применил лекарство, в котором будет выглядеть вот так и подчиняться мне. Действие лекарства произойдет, когда Джанет очнется. У тебя есть 6 часов для того, чтобы характеризовать меня. А иначе Бонни пойдет в прачечную, а Джанет будет подчиняться мне. Хорошо, я характеризую тебя. Джанет, Бонни, держитесь там. Удачи и учти, что я слежу за тобой и время у тебя ограничено. Пока. Вот блин. Из-за этой шняги теперь еще новый комп покупать. Всем ай, с вами Лу. И в этом видео мне пришлось несладко, так как эта монахиня похитила сразу двух сестер. На первую монахиня хочет надеть на нее вот эту маску и кинуть в прачечную. А вторую и вовсе хочет сделать своей сообщницей. Кстати, монашка, а куда ты Джанет спрятала? Показываю. Вот она. Она находится в том месте, где я вот здесь поклоняюсь дьяволу. Ну ты, блин, больная реально. Слышь ты, я на Джанет еще не применяла ритуала и не собиралась. Так как после того, как Джанет очнется, то она будет молиться дьяволу этой пентаграммы. А ты торопись, у тебя осталось 5,5 часов. Хорошо, только ты не имеешь права трогать этих сестер. И как вы могли понять по названию, мы будем характеризовать монашку в Бравл Старсе. Да не просто характеризовать, а спасти Джанет и Бонни от злой монахини. Но у нас мало времени, так как осталось 5 часов на спасение. Поэтому лучше не будем тянуть и приступаем. Эту монахиню зовут сестра Мэдалин и относится к бойцам к типу танк. Редкость мифическая. Стоимость бойца составляет 1900 обычных кредитов и само описание. Мэдалин — это монахиня, которая думает только о дьяволе и проводит даже сатанистские ритуалы. Также эта монахиня очень жестко воспитывает детей в лагере, утешая их молотом и одевая маски. Ну и жесть. Ладно, перейдем к основным характеристикам. К основным характеристикам относятся максимальный показатель здоровья, скорость передвижения и особенность. На первом уровне силы показатель здоровья монахини составляет 400 очков. Хотя если прокачивать с каждой силой, то показатель здоровья будет увеличиваться на 150 очков. Также эта монахиня имеет высокую скорость передвижения. Эй, а у меня есть какая-то особенность? Да. Также эта монахиня имеет особенность, при котором она может перезаряжать ульту, когда восстанавливает здоровье. О, мне это нравится. Кстати говоря, у тебя осталось 4 часа. Поторопись.
Ты поторопись! Хорошо, монашка. Теперь перейдем к способностям. Начнем с атаки. Атака, как говорит Винди 31. Ну, а так в лицо. Монахиня атакует врагов своим тяжелым молотом. И нет, это не плагиат Фрэнка. И здесь есть отличие. Во-первых, после того, как монахиня ударит молотом врага, то тот самый враг будет травмирован на 5 секунд. Во время того, как враг травмирован, монахиня наносит ему урон больше, чем обычно. И этот процесс начинается с нуля. Зато на травмированного врага не накладываются никакие негативные эффекты по типу замедления, отравления и так далее. А во время этого враг будет светиться желтым цветом. И во-вторых, малая дальность. В то время как у Фрэнка она средняя. А теперь перейдем к показателям. Монахиня наносит 1000 очков урона. Прокачивая с каждой силой, это значение увеличивается на 50 очков. Дальность атаки малая. Скорость перезарядки нормальная. Урон во время травмы врага составляет 1500 очков урона. И плюс 60 очков за каждую прокачку. И время длительности травм у врага составляет 5 секунд. Ульта. На работу. Монахиня надевает на врага вот эту маску, при этом ухудшая ему обзорность. Это выглядит примерно вот так. Если у монашки нет пассивки, то другие негативные эффекты не наносятся. Про пассивки мы поговорим чуть позже. А сейчас мы перейдем к показателям ульты. Монахиня имеет большую дальность супера. Также враг во время маски имеет малую дальность видимости. И время длительности маски составляет 4 секунды. Ого, ни хрена себе. Да я походу буду один из первых бравлеров, который будет лишать зрения у врагов. Да и к тому же у тебя осталось 3 часа на спасение этих сестер. Я понял тебя, монашка. Но радоваться тебе не стоит, так как мне осталось разобрать гаджеты, пассивки и снаряжение. Ну ладно. Теперь перейдем к гаджетам. Первый гаджет. Помощник. Монахиня зовет с собой живуна, который помогает ловить врагов. Если враг попадется к живуну, то этот самый враг ходить не будет. Зато этот самый враг может атаковать, а также использовать ульту и гаджет. Это дает особое преимущество для тех, у которых есть возможность спрыгнуть или даже улететь. А у тех, у которых такой возможности не имеется, то единственным способом спастись от живуна – это его убить. И только после этих любых действий враг снова может ходить. По основным характеристикам живун имеет 3000 очков здоровья и очень высокую скорость передвижения. Второй гаджет. Неудобная маска. Пока враги находятся в маске, они будут получать по 350 очков урона за каждую секунду в течение 5 секунд. Теперь поговорим про звездные силы, или как принято называть пассивками. Первая пассивка. Зрение дьявола. Монахиня видит все в кустах. Нет, серьезно. Даже само описание в скобочках гласит: теперь от монахини не скрыться. Так что если встретитесь с монашкой с такой первой пассивкой, то лучше сразу валить и забыть про кусты. Вторая пассивка. Неприспособленность к работе. На врагов, на которых была надета маска, помимо слепоты, они будут наносить на 50% меньше урона. Проще говоря, если Джанет на 11 серии наносит 1410 очков урона, то при маске она наносит 705 очков урона. Это также касается и супера, где при маске она будет наносить 450 очков урона. В итоге враги, находящиеся в маске, будут наносить в 2 раза меньше урона. Теперь поговорим про снаряжение. Про основные снаряжения мы говорить не будем, так как у всех бойцов по характеристике они одинаковые. А про одно снаряжение есть кое-что о нем сказать. Эпическое снаряжение. Продление работы. Время длительности маски у врагов действует на 1 секунду дольше. Ну и титул игрока мастерства монахини — сатанист. Все, монашка, я выполнил твои условия. Теперь выпускай Джанет и Бонни из своей школы. Я бы с радостью, но нет.
Что значит нет? Мы же договаривались. Потому что если я открою школу по своей воле, то от Нозграда мне не поздоровится. Он еще мне запретил звать помощью сестры Филиппы, которая помогла мне открыть школу еще до похищения Бонни. Но после того, как я похитила Бонни, Нозград мне сделал предупреждение и запретил мне просить кого-то о помощи. Не могу поздравить тебя, так как осталось почти 2 часа на спасение, так что все зависит только от тебя. Хорошо, монашка. Что мне надо делать? Ты должен проехать в школу по этому адресу на письме. Страна Беларусь, город Жодино, улица Центральная и средняя школа номер 12. Да, именно по этому адресу здесь находится моя школа. Как только ты пройдешь мою школу по этому адресу, то я выпущу Джанет и Бонни, и ты их заберешь. Но ты поспеши, у тебя остался 1 час 40 минут. Хорошо. Я приеду в твою школу и заберу сестер. Желаю в этом удачи. Да собака! Как же мне задолбала мать комп во время прощания. Да пофиг, с компьютерами я разберусь потом. А сейчас мне надо разобраться со злой монахиней. Но для этого нужна подмога. Джесси, Амбер, мне нужна ваша помощь. Злая монахиня похитила Джанет и Бонни и забрала к себе в школу. Ваша задача пробраться незаметно в школу и спрятаться там, где я сейчас скажу. Джесси прячется в тот шкаф, где напротив него стоит доска с надписями «Я Бонни и я буду хорошо себя вести». А Амбер прячется в этот шкафчик, который находится возле этой комнаты, где монахиня молится. Вы уже придумали, как вы туда доберетесь? Конечно. Я как раз изобрела вот эту маску, которая нам позволит телепортироваться с одного места в другое. А еще я изобрела взрывную куклу, которая нам поможет взорвать монахиню. Отлично. Вы пока занимайте свои места, а я скоро приеду. Хорошо. Ну что, Амбер, ты готова? Всегда готова. Тогда надеваем маски и вперед. Вот мы и прибыли. Смотри, тут на кровати лежит Бонни. Ну блин, монахиня реально сумасшедшая. Ладно, Амбер. Я иду прятаться в вот этот шкаф, который находится напротив этой доски с тем самым надписями. Хорошо, а я пока пойду занимать свое место. Так, вот комната, где молится монашка. А вот и сама монашка молится. Эй, это кто там разговаривает? Ой-ой, походу монахиня меня услышала. Пожалуй, я здесь спрячусь. Да кто там разговаривает? Походу показалось. Фух, чуть не заметила меня. Все готово, Лу. Отлично. Пока вы занимали свои места, я уже успел вызвать такси, которое прямо сейчас меня ждет. Так что я к вам скоро приеду. Ну все, таксистка, поехали. An hour later. Блин, осталось почти 20 минут. Походу, таксистка проложила самый длинный маршрут, который от моего города Борисова до Жодина можно добраться за полчаса. Вот и прибыли до пункта назначения. Спасибо, таксистка. Так, здесь должна ждать меня монашка. Привет. Вот мы наконец-то встретились. Ага, встретились. Смотри, такси от тебя уехало. А ну, получай. Эй, слышь, монашка, если ты хочешь меня покалечить, то это тебе не так просто сделать. Так что познакомься с моей двухстволкой. Эй, что ты делаешь? Будь ты проклят. Нужно поскорее вымыть мои глаза. Эй, а ты кто такая? Монахиня, ты знаешь, что такое пламя дракона? Нет. Тогда получай. Мой зад. Вы за это поплатитесь. 2 seconds later. Ну все, с меня хватит. Сейчас вот этой девушке, которая подожгла мой зад, придет конец. Так, монашка уже пришла. Запускаю взрывную куклу. Это что такое? Взрывная кукла? Нет! Ну все, с монахиней покончено. Отличная работа, девчата. Теперь нам осталось вызволить Джанет и Бонни и разобраться со злой монахиней. Но у нас осталось 3 минуты. Так что давайте пока вызволим этих сестер за пределы школы. Стойте, я вам кое-что хочу сказать. Да, вы были правы. Вы действительно оказались сильнее меня.
Но вы должны понимать, что вам не хватит 2,5 минуты на то, чтобы спасти Джанет и Бонни. Поэтому я вам останавливаю время. Что касается лекарства, то оно не сработает, если Джанет применит вот это. Это что такое? Грааль с противоядием? Да, я храню его на всякий случай, если с моими экспериментами произойдет что-то не так. Поэтому держи. Спасибо, монашка. Ты скоро закончишь. Все уже готово. Тогда зачем залил противоядие в огнетушитель? Это нужно, чтобы распылить на Джанет, так как она находится в бессознательном состоянии. Где это я? Лу, это ты? Да, это я. Какое облегчение. У меня вопрос. Что здесь происходит? Злая монахиня тебя похитила. И хотела сделать из тебя своей сообщницей. Что у нее с головой, я так и не поняла. Сначала она нашу стул сломала, потом меня выстрелил какой-то мужик из дробовика. А что случилось с моей младшей сестрой Бонни, я так и не знаю. Бонни находится в противоположной комнате. Идем покажу. Ну привет. Сестренка, это ты? Как я рада, что ты пришла. Ко мне пришла женщина в черном с изуродованным лицом, которая ударила меня своим огромным тяжелым молотом. И из-за этого теперь у меня голова сильно болит. Сейчас Мэдалин уже мертва. А кто такая Мэдалин? Это та самая монахиня, которая ударила тебя молотом. Вот, кстати, и она. Слава богу, что вы ее победили. А то эта монахиня только жуть вызывает. Кстати говоря, смотри, что я принесла. Это что, мой Клайд? Конечно. Юху! Спасибо, Джесси. Ну что, тут все собрались? Все, и даже Бонни. А вы куда подевались? Мы пытались дозвониться до такси. Но из-за плохого сигнала ничего не вышло. Кто-то сказал, что нужна кому-то помощь. Я могу как раз вам помочь. Честер, это ты? Ну и как ты нам поможешь? В гараже школы стоит УАЗик, на котором мы доберемся домой. Но для того, чтобы забрать машину, необходимо было разобраться с вот этой водительницей. Вот все как происходило. И вот мы и добрались. Смотри, Честер, тут УАЗик приехал. Тогда пошли. Та-та-та-та-та-та. Ну привет, монашка. Как твои дела? Помогите! Мэдалин! Тут постару! Прям в точку. Честер, я же тебе говорил, чтобы ты не использовал взрывные горшки со сладостями, так как они никакой пользы не приносят. Ты посмотри, что ты наделал. В итоге нам пришлось потушить УАЗик. Но слава богу, что он не сломался после пожара. Так что можете собираться идти за мной. Хорошо. Итак, ребята, все идем в гараж за Честером. 5 minutes later. Перед тем, как уедем отсюда, нужно нас пересчитать, чтобы убедиться, что мы никого не потеряли. 1 Джесси, 2 Джанет, 3 Бонни, 4 Честер и 5 я. Ты забыл про меня. Точно, Мэнди 6. И чуть не забыл про Амбер 7. Значит, мы никого не потеряли. Можно уже отправляться. Ну что, довольны, что мы едем домой? Конечно. Честер, а мы не забыли про детей из прачечной? Мы с Мэдди уже спасли детей. На воздушном шаре. В создании которого нам помогли Уильям Бисмарк и мальчик-ремесленник. Тогда все ясно. Так, монашка, быстро иди закрывай двери УАЗика. Хорошо, я поняла. Как же хорошо, что мы отсюда уезжаем. Это точно. Ну все, поехали. Спасибо, сестренка, что ты со мной. Да не за что. Ну все, погнали. Вот и наша история подходит к концу. Мэнди и Честер нас привезли до дома, а сами уехали в Кэндиленд, где они там продавали сладости. Монахиня была похоронена на кладбище, которое находится в этой школе. Я, Амбер и Джесси починили стул. Джанет и Бонни в качестве благодарности подарили для Лу новый комп, для Джесси новый ящик с инструментами, а Амбере разрешили участвовать в станд-шоу, где она показывала самые опасные трюки с огнем.
Ну что ж, ребята, статичная анимация подходит к концу. Если вам понравилась данная анимация, то обязательно поставьте лайк и написать свое мнение в комментариях. Также не забывайте подписаться на мой канал и на основной, где я выпускаю пупы на различные мульты и ютуберов, а также сюжетные приколы по ним. Здесь есть даже РТП приколы по Бравл Старс. Ссылка на мой основной канал будет в аннотациях и в описании. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.